Всем привет. Ну что ж, очень красивая задача, но для взрослых, то есть она не простая, не устная, не в стиле шортс, и красивым будет решение этой задачи. Что дано? Дан квадрат А, Б, С, Д, внутри него взята точка М, углы 75 и 30 градусов, длина отрезка МД 8, и нужно найти длину стороны квадрата. Попробуйте найти красивое или некрасивое, но правильное математическое решение. Итак, внимание, вначале мы вспомним, какие задачи на эту тему есть. Это обязательно нужно сделать это очень быстро. Первую задачу вы все знаете. Ну, про вторую я скажу пару слов. Итак, первая задача. Внутрь квадрата на его стороне построен равносторонний треугольник. И требуется найти углы треугольника БМС. Оказывается, что они равны потом, после решения, по 15 градусов. По 15 градусов, треугольничек, естественно, равнобедренный. Это задача уровня 7 класса. Итак, что у нас дано? Дан равносторонний, то есть треугольник с углами 60, 60, 60. И нужно получить, что верхний треугольничек с углами 15, 15, 150. Все. А вот есть обратная задачка. Дан треугольник БМС, вот построенный на стороне квадрата с углами 15 и 15 градусов. И требуется доказать, что треугольник АМД равносторонний, то есть у нас есть 15 и 15, и требуется доказать, что треугольничек имеет углы 60, 60 и 60 градусов. Эта задача уже очень трудная. Ее решают либо тригонометрии, это старшие классы, либо методом от противного. Говорят, если построим равносторонний на стороне АД, пусть его вершинка не совпадет с точкой М, попадет сюда, либо сюда. И приходим к противоречию. Тогда делаем вывод, что она попадает в точку М, он равносторонний. Но это такое решение. Хочется прямого геометрического. Так вот, прямое геометрическое я вчера вам показал. Нужно на стороне БН построить равносторонний треугольник. И доказать, что вот эти треугольнички равны между собой. Вот этот и вот этот. А это будет равносторонний треугольник. Вот так и вот так. Тогда окажется, что сторона АБ равна стороне АМ, значит АД, ну и все решится, это будет равносторонний треугольник. Ну вот что-то подобное сегодня мы используем. То есть на базе этих задач строится много других похожих задач, которые имеют очень красивые решения. Итак, вот кто-то из решающих мог бы сказать: ой, очевидно, что треугольник АМД равносторонний. Давайте разберемся, что у него известно. Ну вот этот уголок будет 60 градусов, а больше ничего не известно. Тут скажет: давайте я построю равносторонний на стороне АД. И куда же попадет его вершинка? Ну, правая сторона пойдет по лучу ДМ, и вершинка может попасть сюда, сюда, сюда. Нужно будет доказывать, что она попадает в точку М, и это метод от противного. Он приводит к результату. Да, верно. Но мы покажем геометрическое прямое решение. Посмотрите, какая красота. Я проведу вот здесь биссектрису угла С, то есть разделю угол С пополам и продолжу БМ в сторону до пересечения с этой биссектрисой в точке К и соединю с точкой Д. Видите, три равных треугольника. Сейчас мы разберемся, с какой стати они будут равны. Итак, вот этот угол равен этому равны по 45 градусов. Вот этот уголок будет у нас сколько градусов? 15 градусов. Так, так. И теперь треугольник БКС. Треугольник БКС равен треугольнику ДКС. ДКС. Почему? По двум сторонам это общее, эти равны как стороны квадрата, и углы между ними по 45 градусов, верно? Верно, все. На треугольнике равны по первому признаку равенства треугольников. Что отсюда следует? А вот отсюда следует, что вот этот угол равен вот этому, равен 15 градусов. Ну, весь зеленый 30, тогда соседний будет тоже 15 градусов. Теперь рассматриваем другую парочку и говорим: треугольник МКД и ЦКД тоже равны между собой. МКД равен треугольнику ЦКД. А почему они равны? У них есть общая сторона, углы по 15, и этого мало. Давайте найдем вот этот угол. Сколько он будет? 45 и 15 – 60.
180 минус 60 – 120. Тогда и вот этот тоже 120, ведь треугольники равны между собой, правильно? Первая пара. 360 – это полный угол. Отбрасываем 120, 120, получается вот этот угол. 120 градусов. Этот треугольничек равен этому треугольнику. По второму признаку равенства треугольников. По стороне КД и двум прилежащим к ней углам. Ну, естественно, отсюда и следует то, что нам нужно найти. Тогда вот эта сторона равна этой и равна 8. Это изначально было понятно. Но найти, доказать, решить в этом и прелесть геометрии. Так, из равенства треугольников следует, что CD сторона, которая стороне АБ равна МД и равна 8. Восьмерка, ответ 8, задача решена. Все, присылайте свои решения, если они будут очень большие, скорее всего, я не смогу разбираться и попрошу моих сильных зрителей, помощников помочь разобраться с какими-то решениями. Вы, как правило, сами это всегда делаете, за что я вам очень-очень благодарен. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.